Камера видеонаблюдения с AliExpress, магазин AceCam. На AliExpress заходи, самые оптимальные цены, нормальные камеры по нормальным ценам. Все, что связано с видеонаблюдением, видеорегистраторы, комплекты готовые. Если возникают какие-то вопросы по выбору, в Telegram ко мне заходи. Я тебе подберу по твоему требованию, что нужно. Дам ссылку, ты просто зашел, заказал, получил. Ну и по моему видео потом скину видео, как это все подключается и настраивается. Такой вот вариант камеры для лестничной клетки, для подъезда, для школы, для складов. Возможен вариант установки и на улицу, но для улицы это проще использовать и лучше. Другой вариант, этот вариант также универсальный. Если вдруг ты его приобрел для лестничной площадки и надо вдруг переместить на улицу, будет это возможно. Камера полностью герметичная, и это тот вариант камеры, так называемая антивандальная. Под стеклом находится стекло, пластик. Ну, внутренности защищены от какого-то кратковременного внешнего воздействия. Именно тот вариант, который вы всегда спрашиваете. Многие спрашивают. На лестничную площадку перед дверью нужно поставить камеру. Такую, чтобы не было сильно заметно. Потолочное крепление. Кстати, тут также можно и на стену, наверное, закрепить. Да, настроить. Вариант возможен. Но идеально это потолок, и камера смотрит сверху вниз. В комплекте идет муфта на RJ45. Можно герметизировать этот разъем. Идет дюбели крепления с винтами и шестигранник. Тут даже не шестигранник, а звездочка. Изогнутый ключ со звездочками. Такой вот. Скорее всего, винты здесь. Да, спецвинты. Вот под этот ключ как раз. Этот вариант камеры POE. И дальше отвечаю на вопрос. Многие задают. Мне нужна в подъезд камера вот такого типа, но с Wi-Fi. Не думайте, что Wi-Fi это беспроводной вариант камеры. Камере все равно нужно питание. То есть кабель с питанием от 12-вольтового блока. Ты будешь к ней подводить. Она будет работать по Wi-Fi, но все равно сверление нужен кабель. Так если ты уже будешь подводить кабель, то можно использовать POE вариант на большую длину кабеля, чем 12-вольтовую камеру. Эта камера может питаться 48 вольтами. И все равно ты сверление делаешь под вот такое вот сечение кабеля, витую пару обычную. Потом делаешь обжатие RJ45 с этой стороны. И с другой стороны, со стороны, куда ты будешь подключать эту камеру. POE камера. Универсальный вариант подключения или одиночным блоком питания. Вот такой купил, если у тебя нужна просто одна камера. Один блок питания купил, 48 вольт, 0,5 ампера. Сюда камеру, сюда кабель от роутера. И у тебя камера уже подключена и работает. Вынести ты ее можешь по 48 вольтам на большее расстояние. Или же POE коммутатор в твоей системе работает, или же POE видеорегистратор. Напрямую одним кабелем ты ее подключаешь. И POE видеорегистратор уже ее видит. Также эта камера имеет возможность подключения 12 вольтами. То есть вот эта система более универсальная, чем Wi-Fi вариант. Но и по кабелю всегда связь с камерой более стабильна. Ничего ей не помешает. Только нужно перерубить кабель, тогда камера пропадет. 12-вольтовый блок питания для подключения по 12 вольтам. И тогда у тебя отсюда идет подключение 12 вольтам, а сюда подключаешь ты кабель от роутера. Также есть POE сплиттеры, которые дают возможность по одному кабелю подключить по 12-вольтовому питанию. Открутил колпак. Видите этот вариант, где 3 винта используются. Есть такие камеры, просто колпак на резьбе, берешь его, откручиваешь, 2 части теряются. А нет, здесь все продумано, видите? Думал, повыпадают. Нет, не выпадают. То есть с удержанием винты, если ты на высоте колпак снимаешь, винты держатся, никуда не денутся. Алюминий полностью, алюминиевый сплав. Этот колпак идет сам пластиковый. Внутренности камеры. Также вторая часть. Алюминиевый сплав. Так, микрофон. Где у нас? Микрофона чего-то я не вижу. Слота для карты памяти в этом варианте также нету. Это простейший вариант. Без поддержки карты памяти. Такой вариант идеально использовать с видеорегистратором. В общем-то, продавец так эту камеру и позиционирует для использования с видеорегистратором, потому что хранилища у нее нет. Но если ты готов эту камеру купить и подключить к ней облако,
Первые 30 дней бесплатно даются, в последующем там несколько долларов, 7 дней хранения выбираешь или 3 дня хранения, все зависит от тарифа. Несколько долларов платишь в месяц, камера будет хранить записи по тревоге, по людям, почему там она может, на облаке. Камера XMI-евская, приложение XMI ICC. Вот так вот реализован момент от продергивания кабеля, просто кабельной стяжкой зафиксирован. Камера-конструктор, тут разобрал, добрался до модуля. Модуль 1 вообще используется. Один модуль подпружиненный, видите, вот этот вот момент, прокладка изолирующая. Упирается она в стекло при любой регулировке камеры. И тем самым изолирует попадание отблесков от ИК светодиодов в матрицу. Можешь выбрать различные, там есть объективы 2 всего лишь. 2,8 мм фокус с фокусным расстоянием, широкий угол, как у меня, и 3,6 мм стандартный. Ну, такие камеры идеально брать, если ты на лестничную площадку, то 2,8. Она широко смотрит, недалеко, но широко. Это не дальнобойный вариант камеры. Не нужно рассчитывать на то, что эту камеру ты там с 8-го этажа поставил, и она будет все видеть, и хватит ей ИК подсветки. Во-первых, здесь ИК светодиоды не дальнобойные, в пределах 10 метров, наверное, 15 максимум. Ну и, соответственно, идут широкоугольные объективы, смотреть широко, а не далеко. Проворот есть с фиксацией. Так вот. И так вот регулируется. Можешь поджать, если нужно. Также здесь можешь поджать фиксацию. Возможность установки микрофона внешнего имеется. То есть сам можешь установить. Показывал я вам видео, покупал маленькие микрофоны уже с разъемами. Но есть такие варианты камер уже с картами памяти и с микрофонами встроенными. Поэтому пиши мне в Telegram, я тебе подберу и дам ссылку. Это камера с определением силуэта человека. Там, кажется, и автомобили определяет, и лица фиксирует. А может быть вот такая камера, не XMI, а с другим приложением, и она не поддерживает функции, которые я тебе перечислил. Поэтому здесь нужно быть внимательным и писать мне в Telegram, и я тебе помогу подобрать. Эта камера в продаже в Украине по цене AliExpress. Подключаю камеру, POE-блок питания, кабель от роутера, обратный конец свободный разъем роутера или в свич в разъем LAN. На камеру кабель, который ты будешь сверлить в стене, например, пропускать, не обжатый, а потом ты его обожмешь уже. Почему не обжатый? Чтобы меньше диаметром сверления делать, а именно вот это. Подключаю в POE адаптер и подключаю обратный конец в разъем POE. Это именно выход на камеру, разъем POE. И подключаю в розетку. Подаю питание. У нас уже полностью произошло подключение камеры. Сейчас она загружается, щелкает, как обычно, ИК-фильтром день-ночь механическим. Проходит тестирование, она неповоротная, поэтому несколько секунд ждем. И можно ее искать в домашней сети. Если ты ее подключил к видеорегистратору, POE у тебя видеорегистратор 48 вольт, то она у тебя уже на свободном канале, в пустом окне уже появилась. Также есть в продаже вот такие вот кронштейны для чисто стенового крепления камеры. Более удобно это происходит. Камеру закрепил на кронштейн, установил куда нужно, отрегулировал ее как нужно, направил. И потом ты в конце, в самом, только накидываешь колпак и закручиваешь уже по месту, по факту регулировки и настройки камеры. Камера с одной из последних прошивок XMI-евских, которая поддерживает уже определение автомобиля и дает команду на видеорегистратор на запись по автомобилю. Смотрите, на видеорегистратор, то есть, то есть добавление беспроблемное. У меня в домашней сети видеорегистратор, поэтому камеру через роутер добавил, включил поиск. Видеорегистратор ее автоматически нашел в домашней сети. Видите, идет определение силуэта автомобиля рамкой. Ты можешь эту рамку выключить, включить. Так как и по человеку. Сейчас ничего не пишет, видите, видеорегистратор, потому что я сейчас зайду в главное меню, и в моем видеорегистраторе также он, недавно я его приобретал, те, который прошлый был, он уже не обновлялся, а это с новым железом, видать, они сделали XMI-евский. Имеется проверка формы автомобиля. Кликаю я, и мне выдает автоматически одну камеру, а именно на 16 канале. И здесь
я включаю именно по автомобилям отдельная менюшка. Что сделать? Писать при определении силуэта человека на 16 канал, с 16 камеры на 16 канале. PTZ также можно давать команду на другие устройства при определении автомобиля. Другая камера с другого канала может повернуться на этот автомобиль, то есть в то место, куда вы направите эту камеру. Что сделать по сигнализации? Видеорегистратору пищать, внутри встроенным зумером, голосовые подсказки или ничего не делать, именно по автомобилю. Отдельная такая менюшка. Далее смарт-оповещение, 16 канал опять открываем. И здесь по людям и по лицам. То есть камера это вот в этом корпусе, считайте в корпусе для подъезда, но она имеет вот эти вот функции уличной камеры, которыми ты можешь пользоваться, можешь не пользоваться. Автомобили можешь отключить, понятно, если на лестничной площадке у тебя автомобили не двигаются. Если двигаются, можешь включить. Обнаружение людей также по силуэту человека и тест лица. Тест лица функция будет работать только в паре с видеорегистратором, вот с XMI-евским, который поддерживает эту функцию тест лица. По обнаружению автомобиля и людей камера может работать самостоятельно, без видеорегистратора, будет тебе присылать уведомления на смартфон в приложение по обнаружению людей и автомобиля. По тесту лица только вместе с видеорегистратором они будут работать. Здесь также правила установки, можно поставить зону, показать следы, включаем и выключаем. И вы видите, какая дальнобойность у этой камеры сумасшедшая по людям. На большом расстоянии она определяет людей и автомобили. Это что-то для меня новое. Кордон поставить, пересечение линий. Туда пошел человек, камера тебе уведомляет, оттуда идет, с обратной стороны не уведомляет. Все это можно делать, аналитика работает как у камер XMI-евских по определению силуэта человека. Все, поставил по автомобилю и по людям. Лица уже она здесь фиксировала. Как посмотреть с приложения ты не посмотришь, как я сказал, а вот с видеорегистратора можно открыть умный снимок и 16 канал. А здесь и автомобили она, и лица. Ставит вот в крайней колонке отметки. И по автомобилям также сохраняет фото. Едет автомобиль и фиксирует. Вот, смотрите, красный значок, появился автомобиль. То есть он скрытый. Его постоянно нету. Вот в нижнем углу. О, сейчас он сам остался. Вот. По автомобилю видеорегистратор пишет чисто по автомобилю. Картинка, ну, не сильно качественная. Цвета, вот как-то, я не знаю, вроде бы и погода, может из-за того, что пасмурная погода на улице, но вот мне кажется, что присутствие какого-то есть сиренево-розового цвета. Ну, это, не, в общем-то, не критично, камера очень-таки бюджетная. Компрессии, давайте по характеристикам камеры посмотрим. Эту камеру ты можешь, опять же, если не хочешь с видеорегистратором, не хочешь покупать видеорегистратор для нее, ты можешь ее отслеживать с приложения на смартфоне и с программы на компьютере. CMS, VMS программу ставишь, и там все настройки также будут, как и вот на видеорегистраторе я тебе показываю. Смена разрешений в этой камере также возможна. Ты можешь поставить тут чуть ли не до, ну да, самая низкая 2 мегапикселя. 3, 5, 4 и 8 мегапикселей сейчас стоит. При этом при 4 мегапикселей 15 кадров в секунду, если хочешь увеличить FPS, то уменьшаешь разрешение. При 5 мегапикселях будет 20 кадров в секунду. При 2, наверное, 25 будет. Формат сжатия двухформатная, старый формат сжатия также есть. Микрофона нету, но поддержка аудио есть. Разъем есть, а самого просто не встроили они микрофон. Камера с приложения на смартфоне. Приложение ICC. XMI, ICC можешь ставить вот свободно. И удаленно из любой точки мира я камеру отслеживаю. На большой экран. Такое вот зумирование сделать цифровое. Ну, на большое расстояние номера не различишь. Эта камера не дальнобойная, вот как я вам говорил, для чего она сделана. В настройки захожу в правом верхнем углу шестеренка. Имеется обновление, обновим позже в обустройстве. Сигнал, что интересует. О, новая менюшка, видите, появилась по обнаружению людей, и обнаружение автомобилей отдельно идет. Что делать при обнаружении автомобилей? Ну, это вариант съемка изображения, запись видео на карту памяти, если камера поддерживает
карту памяти. В нашем случае нету. Период присылания уведомлений круглосуточно. По автомобилю можешь поставить по времени. Днем не присылать, ночью присылать. Или наоборот, или по часово, когда нужно. Также и по человеку. То есть можешь по человеку убрать обнаружение, можешь оставить автомобиль. Или наоборот, не беспокоить, когда функция там настроить даже можно по графику. Хотя вон по графику там люди и автомобиль отдельно можно настраивать. Расширенные настройки VDR можно включить. Осветляется картинка в темных местах, как днем, так и ночью. Настройки записи имеется в виду на карту памяти. Управление хранением также карта памяти. Облако там также есть, можно зайти, настроить. И базовые настройки. Переворот. В настройках тревоги кликаем настройки видео тревоги на общее. Можно вообще выключить, не будет по тревоге. Чувствительность также вдруг сильно чувствительный вариант. Можно уменьшить, увеличить, уже смотришь по своей обстановке, как камера работает. Показывать следы. Именно рамка, выделяющая людей и автомобили. Настройки умного правила. Но здесь будет скрываться пересечение линии там. Что нас интересует? Область предупреждения. Я хочу исключить дорогу. Можешь выбрать прямоугольник там различный. Я вот так беру просто. Вот так. Так. Угу. Вот таким вот образом я исключаю дорогу, чтобы камера лишних моментов ненужных мне не писала. Вот она определяет там машины, но не дает команду на видеорегистратор на запись, соответственно и уведомления не будет вам присылать. Выполнено, подтверждаем. Линия предупреждения, как я вам говорил, по пересечению. Ставишь, если задаешь ты эту линию. Направление срабатывания. Не совсем плохая ночная картинка с этой камеры. Купольные камеры такого типа страдают плохой ночной картинкой. Бывает очень много помех, отсветок от стекла идет. В нашем случае есть немного пеленой затянута картинка, но все решается, регулируется контрастом и яркостью. Одно вот пятнышко есть справа, ну не без этого. Но по сравнению с теми камерами, которые я часто делал на такие камеры видеообзоры, то некоторым просто приходилось снимать стекло, чтобы не было проблем с ночной картинкой вообще. Кстати, неплохо еще можно вот камеру перевести в цвет, в цветной режим. Она переходит в цвет, и мы получаем, ну, без дополнительного освещения мы ничего не получаем. Мы получаем темную картинку. Там, где есть дополнительное освещение, то камера будет работать в цвете еще и нормально. Чем порадовала камера? Тем, что просто дальнобойность по определению предметов, людей, автомобилей очень дальнобойная. Отлично работает, кстати, по лицу. Последние камеры я делал с лицами, то там, ну, нужно было подойти к камере рядом практически, чтобы она зафиксировала лицо. Камеры вот с этой прошивкой, наверное, с новой, из какой-то, из последних, на хорошем расстоянии фиксируют лица также. Людей на огромном расстоянии, машины также на огромном расстоянии фиксируют. Это очень классно, вот что понравилось в этой камере. Для подъезда, для лестничной площадки камера отличный вариант, вот даже может работать, если таким вот образом поставить и на улице. Интересуют, конечно, такие камеры в уличном корпусе с хорошим объективом, ну и с хорошей ночной картинкой, с хорошими дальнобойными светодиодами. Именно с этой вот прошивкой дальше буду заказывать и буду вам показывать. На сегодня все. Камера в продаже в Украине по цене Алиэкспресс. В Телеграм заходи, Телеграм-чат, Телеграм-канал. Там я с вами общаюсь и продаю вам все, что показываю на своих видеообзорах по ценам Алиэкспресс. Подпишись на канал. В дороге много чего интересного. Оставляй свой комментарий обязательно. Читаю все комментарии и отвечаю. Все полезные ссылки в описании под видео и в закрепленном под видео комментарии. Также на камеру. Всем удачи, до следующих видео.